Привет, друзья! Вы, как всегда, на канале Грибоед. Только-только закончилась зима, наступила весна, природа расцветает, а грибники ждут не дождутся, когда же начнется грибной сезон, когда же они смогут пойти в лес по грибы. Но, оказывается, грибы можно собирать в любое время года, если выращивать их самостоятельно. Вот так. И как раз сегодня я вам расскажу, и не только расскажу, но и покажу, как вырастить у себя дома такой замечательный, полезный и ценный гриб, как опенок тополиный. Так что это за гриб, опенок тополиный, и в чем его ценность? Тополиный опенок или циклоцибе в природных условиях растет на лиственных деревьях, часто на тополях, ивах, бывает на фруктовых деревьях. Этот вид опят ценится во всем мире. Благодаря необычайному вкусу тополиный гриб входит в меню лучших ресторанов. Но не только поэтому это исключительно ценный гриб. Циклоцибе еще и очень полезный гриб. В его составе есть метионин. Это незаменимая аминокислота, которая играет важную роль в обмене веществ. Тополиный гриб содержит множество витаминов и минералов. Он является одним из лучших антибиотиков. А также содержит лектин, который оказывает противоопухолевое действие. Но самое замечательное то, что за этим чудесным грибом не обязательно ходить в лес. Его без труда можно вырастить из грибного блока у себя дома. И если вы хотите самостоятельно вырастить этот гриб или другие экзотические лечебные грибы, пишите мне на электронную почту. Адрес почты вы найдете под этим видео. А сейчас я покажу вам весь процесс обращения с грибным блоком, чтобы у вас дома выросли замечательные тополиные опята. Передо мной грибной блок опенка тополиного или циклоцибе. Блок прошел стадию подготовки, это инкубационный период, во время которого мицелий гриба распространился по всему субстрату. И теперь этот блок готов к появлению на нем плодовых тел. Первое, что необходимо сделать, это надрез около 10 см над мембраной. В закрытом пакете с блоком эта мембрана служит фильтром, который фильтрует воздух, поступающий к блоку, и одновременно позволяет выходить продуктам жизнедеятельности блока. Для чего делается надрез? Для того, чтобы обеспечить свободный доступ кислорода к блоку, что спровоцирует, в свою очередь, появление и рост плодовых тел гриба. Блок я поставлю в темное место, и стоять он будет до тех пор, пока на блоке не появятся зачатки гриба. Это такие маленькие зародыши, 1,5-2 см в длину. Выглядят они как маленькие спички и называются пины. Так вот, когда появятся эти пины, я полностью срежу пакет над блоком на уровне приблизительно 8-10 см. После того, как блок отстоял инкубационный период, можно увидеть, что мицелий распространился не только по субстрату, но и пополз по стенкам пакета. После того, как я срежу пакет, края пакета я обязательно почищу. Мой блок постоял при доступе кислорода каких-то 5 дней, и что мы видим? Мы видим, что вот такие малюсенькие зачатки, пины уже появились. Сейчас покажу ближе. Вот они, видите? Похожи на малюсенькие грибочки. С прорезью при доступе кислорода до появления пинов блок может стоять не обязательно 5 дней. Чем выше температура воздуха, тем быстрее появляются зачатки. Оптимальная температура – это 20-22 градуса. Теперь я полностью срезаю пакет на уровне 8-10 см от поверхности блока. Ну и, конечно, я счищу все лишнее, что наросло на краях пакета. Это делать не обязательно, но так блок будет выглядеть более аккуратно и без лишнего мусора. Теперь
я беру вот такую большую емкость, у меня на 10 литров. Вы можете взять любую, чуть больше, чуть меньше, неважно. В ней будет находиться грибной блок моего опенка тополиного. Но, чтобы грибы нормально выросли, мне необходимо внутри создать микроклимат, комфортный для роста циклоцибы. В первую очередь, это влажность воздуха 85-90%, то есть достаточно высокая. Как этого добиться? На дно я помещаю мокрый керамзит, за счет которого увеличиваю площадь, с которой будет испаряться влага. Ну и чтобы керамзит быстро не высох, еще подливаю воды. Ну вот и все. Теперь на дно я помещаю наш грибной блок. Чтобы влага быстро не испарялась, емкость с блоком у меня находится под пленкой с отверстиями для вентиляции. Эту пленку я ежедневно взбрызгиваю водой изнутри. Таким образом, я создаю необходимый микроклимат для произрастания из грибного блока опенка тополиного или циклоцибы. Так что, друзья, если вы у себя дома хотите вырастить опенок тополиный или какой-нибудь другой экзотический гриб, обязательно пишите мне на почту, адрес почты сразу под этим видео. И пока грибники ждут, когда появятся грибы в лесу, я иду собирать грибы к себе домой. Пока!